Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Это видео ответ на многочисленные вопросы, что делать, идут морозы, и нам нужно защитить наши посаженные, вот у меня тоже здесь посажен осенью черенок розы, что делать, не погибнет ли он, и покажите срочно, что делать. У нас пока еще сравнительно теплая погода, пока еще рано это делать, но я покажу варианты, которые я использовала в своей жизни. Значит, смотрите, у нас есть разные варианты. В данном случае вот здесь у нас череночек, он хорошо себя чувствует, ему тепло, тепличка. Вот, чтобы он хорошо перезимовал. Просто, если никаких материалов нету, берете землю. Земля не должна быть сильно влажная. Желательно вот эту землю, чтобы она была слегка влажная. Вот, и полностью засыпаем вот эту бутылку. Не забираем землю вот здесь, а именно с другого места, для того, чтобы не было охлаждения. Вот у меня еще оставалась земля вот отсюда. Когда я высаживала, можно тоже ее использовать. Вот. Далее, что я дальше делаю? Здесь, допустим, мы уже сделали вот такую хорошее одеялко, матрас, одеялко, все есть. Что можно еще использовать? У меня есть вот такая, немного мульчи осталось. Дальше можно выложить вокруг и сверху вот мульчой заложить. Вот этот вариант тоже очень хороший. Если нету, допустим, вот этих сухих различных таких мульчирующих веществ, возможно, солома есть, возможно, остатки цветов, тоже вот это накрыли, и тоже это хорошо как раз будет служить. И вот цветы останутся, я потом эти цветы сорву и обязательно их тоже сверху, если будут морозы. Пока же морозов нет. Еще варианты, сейчас я вам покажу возможные варианты. Я никогда не выбрасываю, вот смотрите, вот эти современные материалы, это тоже очень хорошие. Допустим, нету этих вот таких сухих, типа соломы, веток нету. Вот, можно еще использовать обязательно земля. В первую очередь вот эта земля должна быть. Можно просто обложить вот этими кусочками, вот вокруг. Обязательно, чтобы и здесь было утепление. Не резко вот так вот, как многие делают. Кстати, я тоже когда-то делала. Вот так обложила. Естественно, здесь, если будет сильный мороз, он, естественно, сюда заберется. А если мы вот это пространство закроем вот этим утеплителем, и вот всю мы здесь выкладываем. Все. И далее можно просто-напросто какую-то ткань или мешковину сверху еще бросить. Получается, смотрите, со всех сторон у нас обложено это. Не бояться. Воздушные прослойки будут тоже очень хорошо. Если нету, допустим, таких. Это у меня вот такие кусочки. Забираю. С северной стороны. Ну, строительный полистирол — это сегодня очень популярная вещь. Она практически у многих есть. Что можно еще? Я уже подготовила. Вот смотрите, с северной стороны, вот такой большой кусок, с северной стороны можно вот таким образом прикрыть. Снова же, вот это пространство внизу до черенка, до маленьких корешочков, которые там потихонечку образуются, все это должно быть укрыто. И здесь еще можно и земелькой присыпать сверху, но всегда в основе бутылка должна быть засыпана землей. Здесь же можно потом или ткань, или же вот таким образом. Почему я с северной стороны все время укрываю? Потому что северной здесь холодно, а вот здесь соломка, и она дает возможность все-таки какому-то воздуху поступать к растениям. Но ведь снова же, если зима и сильные морозы, укрываете, можно и с этой стороны, можно с другой стороны тоже полистирол еще сложить, допустим, вот так. Тоже, если сильно холодно, взяли цветочки, заложили. И сверху вот этими кусками полистирола спрятали. И ничего сложного там нет. Чтобы они не вылетели, они легкие. Просто сверху слаживаете что-нибудь, ткань старую, мешок. Но оно должно быть дышащее. Потому что будет снег, будет что-то еще, чтобы оно могло высыхать.
Вот. Можно просто сверху потом ящиком вот так приложить. Но должно быть что-то тяжелое, а ящик легкий. Должна быть ткань и сверху что-то еще положить для того, чтобы ни в коем случае у нас не улетели, ветра будут сильные, чтобы не улетели вот эти утеплители, они очень важные. Еще сейчас я вам сразу же покажу, как саженец двухлетний, я его посадила, я тоже его на зиму буду укрывать. Сейчас туда подойдем. Вот здесь у меня саженец, ему 3-й год, я на 2-й год его вот высадила, пересадила. Он даже листики уже пускает. Вот. И очень красивая розочка, потом покажу. Что делать? Тоже чуть-чуть присыпаю. Должна быть такая земелька хорошая. Да, Дракоша, правильно делаю? А ну-ка смотри. Все правильно, надо сохранить розочку. И беру бутылку с закрытой крышечкой. Это будет сделано, когда уже будут морозы. -5, -7. Я буду смотреть по прогнозам. Пока у нас небольшие опускаются такие температуры, 0, -1. Я пока это не делаю. Но вот покажу, что я буду делать дальше. Собираю вместе вот эти все кусочки и закрываю его. Казалось бы, да, уже взрослый саженец, но когда будет мороз, снова же я таким образом бутылку и засыплю землей. Вот. Если сильный мороз, я помню какое-то сообщение недавно увидела, что -30 зимой. Засыпаем, снова же можно засыпать спокойно всю бутылку. И еще, если -30, действительно укрывать точно так же, как мы череночек розы, который высадили вот недавно. Вот это можно таким образом облегчить себе труд и не делать большие каркасные конструкции именно для маленьких таких растений, для малышей еще. Ну а для взрослых, там где холодно, конечно, нужно будет какие-то каркасы, что-то пригибать, как я делаю с инжиром, выстраиваю им домики. Но в данном случае у нас не такие сильные морозы пока были, и я вот таким образом сохраняю свои растения. Сейчас я его открою снова же, потому что нельзя, чтобы было сильно жарко. Растения сейчас все равно продолжают вегетировать, хотя